Приветствую вас, любители остренького. Как вы уже поняли, с вами снова я, Андрей, и наша точилка Knife Sharpening. На этот раз я для вас собрал все то, что мы можем вам предложить на данном этапе нашего развития. Оно либо лежит на столе, либо закреплено на нашей точилке. Это будет вам интересно, и вы обязательно заинтересуетесь нашей точилкой и наворотами к ней. И начать, конечно бы, я хотел с нашего детища, которые мы долго вынашивали, все пытались его максимально усовершенствовать. И это, как вы уже догадались, это наш пантограф. Вот он, я его сейчас поднял. Как вы видите, он уже покрашен и имеет очень привлекательный вид. По поводу покраски хочу сказать, что это вся та же порошковая покраска, очень качественная, очень хорошая. Итак, как вы знаете с моего прошлого видео, основные два плюса данного механизма — это то, что на качество заточки не влияет износ камня. Это очень большой плюс. Не нужно калибровать бруски, притирать их алмазной пастой, выравнивать. Мне кажется, очень позитивный момент. И второй момент — это то, что в любом положении камня на лезвии ножа угол заточки остается постоянным. То есть я хочу вам сейчас это продемонстрировать. Вот сейчас вы видите, если подвести ближе камеру, у нас угол 32,3 градуса. Сейчас я возьму вот в таком положении, поставлю брусочек наш. Тоже 32,2 угол. И под конец хотелось бы попробовать поточить нашим пантографом, чтобы вы тоже почувствовали все его плюсы. Еще один очень немаловажный плюс этого механизма — это то, что этот механизм можно установить на любую точилку апексного типа. То есть, будь то Knife Sharpening, либо какая-нибудь другая точилка апексного типа. И, конечно же, то, что этот механизм намного жестче любого штокового механизма. Это очень немаловажный плюс. В прошлом видео, друзья, я упустил один момент. Я прошу прощения за это. Я забыл показать, как выставить угол заточки. Все очень просто. Берем вот этот вот замечательный винтик, откручиваем его и двигаем на тот угол, который нам нужен для заточки. И вы видите, вот сейчас у нас стал угол 25,7 градусов. Хочу сказать, друзья, что наш пантограф — это очень полезная вещь для любителей острых ножей. Еще о чем бы хотелось поговорить, друзья, это вот этот вот наш великолепный угломерчик. Мы его доработали и готовы вам предложить. Вот он закреплен на нашей точилке. Очень полезная и удобная вещь, как мне кажется. Не нужно тулить телефон, либо какой-то другой угломер на зажимную рамку. Включил себе и уже видишь, какой угол для заточки у тебя сейчас выставлен на точилке. Покажу, друзья, вам еще вот такую вот вещь. Вот она находится перед вами. Это устройство для крепления нашей точилки к столу при помощи струбцины.
То есть вы берете, сюда вот вставляете точилку, винтиком поджимаете, и она жестко закреплена. Многие писали, многие говорили, что нужно жесткое крепление к столу. Мы решили пойти навстречу нашим покупателям и сделали вот такое вот устройство, как дополнительный аксессуар к нашей точилке. Хочу сказать, что оно будет идти как дополнение к точилке. Базовая комплектация останется такой же самой. На тройное будет наша точилка. Также перед вами, друзья, наша карбоновая направляющая. Вот она, я сейчас ее раскручиваю. Это тоже дополнительный аксессуар к нашей точилке. Она намного легче, чем наш стандартный шток. И соединяется с металлической частью при помощи нашего соединения. Очень удобная и практичная вещь, как мне кажется. И закончить, друзья, хотелось бы тоже очень полезным устройством для нашей точилки. Сейчас я постараюсь максимально быстро снять с нашего пантографа шток. Выкручиваем. Положим. Выключим наш угломерчик. Возьмем ключик, чтобы выкрутить наш винт, который крепит наш пантограф. Наш пантограф, ставляем наш стандартный вертикальный шток. Сейчас его немножко подожмем. Наш винтик. Итак, друзья, вот многие на форумах, да и не только на форумах, и в ютубе, в комментариях, многие писали, что вот этот вот шарнир, которым мы комплектуем все наши точилки, не очень хороший, его часто клинит. Хочу сказать в оправдании этого шарнира, друзья, что если вовремя его смазать, он будет себе работать и работать, и никогда в жизни не заклинит. Но все-таки мы заставили себя решить эту проблему, как-то помочь нашим друзьям, любителям остренького, и решили сделать вот такой вот шарнир. Как вы видите, друзья, мы туда запрессовали бронзовую втулочку. Так как бронза обладает антифрикционными свойствами, что обеспечивает плавность трения, то в данном шарнире шток никогда не заклинит. Даже если вы забыли его вовремя смазать. То есть очень полезное решение. И второй момент — это то, что значительно увеличились углы поворота штока. То есть мачете теперь вообще не проблема заточить. И сейчас вот я хочу передать вам звуком, так сказать,
сам момент, когда ходит шток в бронзовой втулочке. Вот данный металлический шток. То есть это совсем другой звук. Какая-то мелодия завораживает. На этом все, друзья. Еще хотелось бы немножко добавить, это то, что все наши точилки мы будем комплектовать вот такими вот шарнирами, а в перспективе заменим на новые наши шарниры. Данный шарнир мы можем предложить нашим покупателям как дополнительный аксессуар. Вот теперь уже точно все, друзья. Спасибо за внимание. До скорых встреч.